Всем привет, с вами Реквилл. Сегодня я буду показывать все различные гранаты, бусты и сетапы на карте Денубис. Помимо дефолтных гранат, я буду показывать и самые продвинутые фишки, а также несколько концептов для будущей меты на этой карте. Сразу предупреждаю, что не являюсь автором всех фишек, которые буду показывать, поэтому оставлю ссылки на каналы ребят, у которых я видел, по моему мнению, самые интересные вещи. Давайте же начнем. Для удобства я оставлю тайм-коды с каждой позиции или ролью, чтобы вы могли посмотреть только то, что вам нужно. А также я вывел на экран захват клавиатуры и мыши, чтобы вы могли понять, как я кидаю ту или иную гранату. Давайте вкратце поговорим о расстановке. За защиту принято играть 2Б, 2 мид, 1А. За атаку 2 игрока играют на воде, 2 игрока на миду и 1 под Б. Роли за защиту следующие. Б-опорник, игрок коннектора, мид на Б ротации, мид на А ротации, А опорник. Роли за атаку: А люркер, игрок под коннектором, игрок мида, саппорт, помогающий вторым на миду либо на Б, и игрок банана. Начнем с теров. Итак, начнем с каких-то гранат фишек под А. Стоит знать вот такие вот флешки. А также флешку вот такую вот. Эту тоже удобно занимать, распикивать в начале раунда. Также стоит знать дефолтные раскиды. Абсолютно идентичные, но с другого немного угла. Также фастовые вариации раскида А. При условии, что у вас лежит смок в коннекторе, можно делать вот такие вот раскиды. Первый у нас пак гранат. Второй кидается вот таким образом. Можете просто брать мои лайнапы за основы и придумывать свои. Также, я думаю, стоит знать вот такой вот люк смок. То, что можно замолить фонтан, не открываясь под него. А также, что можно делать вот такие вот флешки, которые при выходе не будут бландить ваших тиммейтов, но при этом будут слепить вот даже вот такие упорные позиции у стенки. Ну, также весь остальной и сайт, и девятку, и другие позиции. Еще можно откидывать вот такой вот фастовый смок при выходе, который будет прилетать в перемычку. Также есть такие гранаты, которые можно кидать от руки. Можно, не открываясь под сайт, и для девяток от этой стенки откидывать молотов. За сайт. Я сейчас немножко переборщил, то есть можно кидать с небольшого шага. Таким образом. Далее переходим к игроку воды. Здесь стоит ставить вот эту флешку. Она будет моментальной для всей вообще вот этой зоны. Однако не будет флешить вот такой угол. Также стоит знать несколько смоков. Такой смок в КТ.
И вот такой смог, закрывающий музей. И из этой зоны можно при помощи АВП, целясь вот эту часть провода, дальше встать. И если пристрелить с АВП, то вы можете убить вот этого чела. Если пойдете ему в голову, то убьете его сразу же. Если в тело, то порядка минус 60 хп. Далее вот такой смог в музей. Комбинация молотов. То есть он не дает сидеть вот здесь, при этом закрывает музей. А также за этим столбом тоже не дает играть. Также еще вот такие гранаты. Сайт у нас. А также может таким образом только неджем сразу откидывать флешку. И под нее открываться, она будет здесь типа. И всех в бэксайте также. Итак, игроками, да. Первое, что я хотел бы показать, это вот такой скрипт для соло-игры. В начале раунда мы контролим PGB, да, где вам удобно. Можете с какого-то такого угла, можете более агрессивного. Главное, особо не открываться под гранаты. Когда время пришло занимать мидл, да, то вы выравнитесь по этому камню. Кидаете вот такой смог. Потом подходите к этому столу, кидаете такой молотов. Дальше уже расчекиваете позиции. Вы расчекали. Дальше вот эту зону смотрите. Ждете какой-то агрессии с дверей. И уже когда смог в окне начнет развеиваться, вы встаете таким образом. Чекайте здесь. И можете дальше либо помогать сплитовать А, либо падать вниз, сплитовать Б. Что еще из интересного можно показать на миду? Ну, первое, наверное, это то, что можно за атаку буститься. Да, то есть таким образом, над смоком, который лежит здесь, можно, то есть, пикать, видеть игроков на миду, да. Что еще? Я думаю, стоит показать вот такой смог. Он, на самом деле, довольно пиксельно кидается, то есть надо кидать именно так, как я показал. Его плюс в том, что он залетает прямо глубоко в музей, что не дает каких-либо шансов там распикивать. Еще стоит также упомянуть вот такие флешки, да, то есть я сейчас их буду показывать, как я кидаю от руки, то есть из двух клавиш с Jump Throw. Можно как-то свой луна придумать, то есть это для того, чтобы зафлешить вот эту зону, вот такую позицию сейчас занимаю. Также, если вы уже прошли, да, вот эту зону заняли, то стоит кидать вот такие флешки над дверьми, да, издалека. Они будут, как правило, блендить различных там снайперов или, в принципе, игроков в этой зоне. Еще интересная позиция, стоит ее также показать, это вот здесь. Ее часто я видел, играют на просцене. То есть здесь можно просто ловить, например, игроков, там, вы слышите перетяжку, или если вы понимаете, что защита может ретейкнуть мидл, они будут ретейкать, и, скорее всего, игрок в окне, да, он просто не зачекает вот этот угол. Ну, еще стоит, наверное, вот такая флешка, то есть, которая, чтобы, например, убить перемычку, да, можно под себя вот такие флешки закидывать вот сюда или прям под этот камень, да, который и пикать прямо после нее, да, то есть, ну, изначально зачекать вот эту позицию. Здесь игрок не будет иметь шансов как-то ее задоджить, да, то есть ему надо будет либо смотреть эту позицию, да, ну, тогда он будет blind, ну, либо уходить. Итак, следующая позиция — это игрок ротации, можно так его назвать. Он играет либо вторым на миду, либо вторым под АБ. Если он играет вторым под мидом, то он также может скидывать все те гранаты, которые я показывал. Ну, вот за эту роль, я думаю, стоит показать некоторые смоки с респа. Инста-смоки, я думаю, можете легко найти в интернете. Думаю, смысла их показывать нет. Но вот такие дефолтные, то есть смоки это middle, коннектор и еще один коннектор. Их нужно знать.
Ну и также я хотел бы именно как бы в этой роли показать некоторые быстрые смоки на Б. Первый это вот такой смок. Это смок у нас в музей. Далее это уже смок будет у нас в КТ. Довольно сложный. То есть надо целиться примерно так. Бежим, дальше же Shift. И вот таким образом кидаем. Он скакивает вот так вот, приземляется. Соответственно, слева у нас гэпа никого нет. Есть небольшой здесь гэп справа, но, в принципе, при выходе с банана он не особо имеет роль. Также очень похоже, но по-другому все-таки кидается вот такой смок. Это уже будет смок в коннектор. То есть точно так же идем, но кидаем мы уже не проходя вот эту часть стены, а именно вот когда уже касается прицел. То есть еще раз целимся таким образом. Так, кидаем, я чуть позже кинул, но, по-моему, все равно он залетает, да. То есть этот смок, он чуть стабильнее, чем предыдущий. И вот, в принципе, использовать, например, две такие гранаты, да, там, например, в музей и в коннекторы в музей, или КТ и музей, можно выходить на Б фастом. Итак, последняя позиция или роль за атаку — это игрок под Б. Что стоит знать? Во-первых, если против вас играют очень агрессивные враги, то, в принципе, стоит скидывать вначале молотов, либо даже молотов плюс хае, чтобы превентивно блокировать любые врывы. Также, если вам дают вот такой дефолтный смок, его можно использовать. То есть, в принципе, можно же расплотить, аккуратненько так стараться. Высматривать своих врагов и нашивать. Можно также забуститься. То есть вы просите тиммейта встать вот около вот этого бугра каким-то таким образом. Да. Соответственно, на него можно залезть без двойного прыжка и уже смотреть либо игрока в бэксайте, либо игрока, уходящего из коннектора. В принципе, еще что можно показать? Во-первых, после такого смока можно перед его развеянием кидать такой молотов, тем самым выгоняя игрока, который любит занимать вот эту позицию, да, и это для вас будет легкий фраг. Ну, я думаю, стоит показать некоторые дефолтные раскиды. Смог музей. Смог между. Далее. Вот такой сетап. Гранат с одной точки. Так, дальше. Ну, такой молотов за единицу. Также вот такой. Вот отсюда кидается. Ну, во-первых, вот такой смог. Ну и в этой же позиции можно кидать такие флешки. Наилучшие, конечно, флешки это вот именно вот такие, да, то есть не через эти окна, а вот такие, они будут флешить просто огромное количество позиций, то есть как и игроков там за единицей, в бэксайте, на выходе из музея. Лучше всего откидывать именно такие. Также я обещал показать, как бороться с игроком, который занимает вот такие углы. Да, то есть вот здесь. Ну, это способ борьбы, это найти так. Первое хая.
хае, где такие хае убивают этого игрока. При условии, что он стоит прямо в точке вот такой вот, самый оптимальный. Ну, в принципе, под Б здесь такого интересного можно назвать такие смоки как бы от руки. Да, то есть, вот, например, такой смок. То есть это смок между от руки. Также, если вы, например, выходите толпой, то может первый игрок скидывать такую хая, чтобы, ну, если у вас, например, нет смока между, чтобы ухудшить вид вашим ПТшникам, принимающим. И под него уже можно, например, врываться направо. Итак, теперь мы перешли за защиту. И что за защиту стоит каждому знать. Это вот такой дефолтный смок stairs. Вот такой смок middle. Вы можете найти в интернете инста-вариации с каждых из 5 респов. Далее, из вот этого вот уже угла можно откидывать также смок stairs. И вот такой вот смок в ковры. Такую комбинацию можно откидывать, то есть одному игроку для занятия воды. Давайте начнем с роли Б-опорника. В первую очередь покажу некоторые агрессивные гранаты и сетапы. Такой смок на занятие. Такая вот флеш. Смог не оставлять каких-либо гэпов. Такая моментальная флеш. Да, наилучшая моменталка, то есть никакие моменталки через эти окна, через верх, они не будут флешить столько же позиций. Например, такие ближние позиции, такие лучше флешить при помощи вот такой моменталки. Далее покажу вот такой смог. То есть, когда вы, например, отдаете смог на банан, да, то лучше всего именно скидывать вот такой смог. Сейчас покажу все-таки, как правильно его скидывать. То есть просто давать его нужно не ровно в проход, да, а вот от стенки чуть-чуть дальше, чтобы он ложился. То есть можно это делать от руки. Таким образом, пробегать за него, залезать. И дело скрывается one way отличный, где можно видеть весь банан, да, и легко уже убивать. Это что касается агрессивных стапов под пушем. Также, если вы Б-опорники остались соло, то довольно выгодным будет, при условии, что вы знаете, что здесь никого не будет, справа уже занимать вот такую зону. Здесь быстро расчекали, и дальше уже вы должны стоять здесь. То есть, как вам соло играть Б, это первая вот эта позиция, да, где вы пикаете здесь, и вот в таком фэнгле ждете выхода из подвала, потому что с большей вероятностью на позднем тайминге игроки будут выходить именно из подвала. Далее соло такой вот угол. Можно ставить вот таким образом. Тем самым вы закрываете, грубо говоря, две позиции. Это выход из коннектора, да, где игрок, скорее всего, будет открываться под вот эту позицию, чтобы расчекать бэксайд. Даже если он этого не будет делать, то в любом случае сможете его вот здесь убить, и он, скорее всего, вас не будет ждать. Далее уже такие дефолтные, например, такой джемспот, он бесшумный, и с него очень сложно убить. Также, если кого-то увидели, можете в этот камень скинуть смок. А вот также, например, с таким смоком можно вот таким образом кинуть хая, которая будет баганой, то есть она поднимет пыль, за которой будет видно всех игроков, находящихся здесь. Далее, после такого смока, перед его развением можно скинуть такой молотов, тем самым вынудив игрока, который прошел сюда. Если вдруг кто-то так проходит, да, то ему придется сюда идти, и вы его можете поймать легко. Что касается АВП, да, то наилучшие углы это вот такой какой-то угол, да, и угол вот здесь, потому что он доджит большинство флешек, которые здесь взрываются, а также его не обландят флешки через эти окна. Также можно попросить своего тиммейта забусить вас вот тут вот за бэксайтом, да. Будет тоже довольно легкий фраг.
Из базовой такой основной вещи, которую стоит знать, это такой смог, который ложится вот сюда. То есть вы можете кидать его правой кнопкой мыши, можете кидать его от столба вот этого. Во-первых, он от атмосферного выхода вас будет хорошо защищать. Во-вторых, вы здесь на него будет ванвейлос для банана, для выхода из коннектора. Ну и в принципе с таким смоком, даже не играя под ванвей, очень легко будет держать. Да? То есть это такой аналог смока между столбом и бочками на оверпассе. Конечно же, вы можете делать какие-то вот агрессивные стапы. Вот здесь, что стоит знать, что если вы стоите вот таким вот тоже образом близко, да, то ваше дуло, скорее всего, будет видно вот с такого вот угла. Я хотел показать вот такую концепцию. Это пока такая еще не до конца разработанная вещь, да. Это вот такой смог. В чем его суть? То есть вы стоите вот здесь, да, и можете спокойно контролировать любой врыв в смог. В принципе, даже если игрок не будет ворваться и ошибется, например, пойдет вниз, то вы его сможете с легкостью убить. При этом джемспот за этим смоком практически ничего не дает. Ну, я покажу некоторые варианты его откидки из других позиций, да, но лайнапы откровенно не самые лучшие. Вот такой вот первый. И вот такой вот лайнап второй. Вот этот второй лайнап кидается по чеке за гранатой, да. Ну, у меня дефолтный view model. Можете найти для себя какой-то иной лайнап. Соответственно, опять же, этот смог вот таким образом можно играть. Да, и также, например, перед его развеянием скидывать такой молотов. Также, что еще можно знать, то что вот этого столба можно закидывать обратно в коннектор какие-нибудь флешки, хае, молотовые, смоки и так далее. Далее перейдем ко второму игроку точки Б, а точнее к игроку в коннекторе. За этого игрока стоит знать различные смоки. Первый такой one way. Что важно, здесь надо выходить из-под смока на контроле, чтобы вас не было сразу же видно. Да, дальше уже можете играть как хотите. Если, например, здесь лежит уже смок, то вы для себя условно... Это сейчас я покажу, как это делается, да, то есть представим. У вас смог, да, и вы видите вот это очертание выхода, ну, как бы, условно, тут центр прямоугольника цель, здесь просто кидаете левую кнопку мыши, и вы в любом случае, не нужна какая-то особая меткость, вы попадете этот же самый one way, да, и может также от него открываться. Далее, уже немножко не такие открытые one way смоки. Если же у вас лежит, например, здесь изначально инстовый дым, то можете кинуть вот такой one way. Это будет у вас one way слева. А также вот такой one way. Это уже у вас уже будет one way. Это у вас уже будет one way справа. Также другой способ откидки one way, который слева. Смог, который будет ложиться вот так. Абсолютно такой же, да, то есть здесь тоже у вас one way. Также, в принципе, если вы понимаете, что вам откидывают постоянно смог, и человек идет занимать вот здесь по левой стенке постоянно упор, то вы можете, в принципе, ну, в начале раунда скидывать какую-нибудь флешку, там, либо правой кнопкой мыши, либо просто от пола, и врываться в смог, убивать и просто забегать обратно. Не стоит также здесь задерживаться, если вы понимаете, что уже у вас смоки кончились, в упоре, скорее всего, есть игроки атаки, то стоит, конечно, уже взять либо какой-нибудь такой угол, опять же, да, либо отойти вообще уже в сайт и играть на какой-нибудь кросс, да, то есть вы, например, отошли в бэксайд, а ваш опорник играет такую позицию, ну, или что-то вроде того. То есть вариантов, опять же, множество. Также еще можно делать буст здесь. Так,
Вот если вы откидываете вот такой смог, да, то можете залезть, то есть забуситься с своим тиммейтом над ним. Что это дает? Во-первых, вы можете убить игрока, пробегающего вплотную, да, то есть, ну, ставите просто правее своего тиммейта. И, соответственно, будете видеть абсолютно всю вот эту зону, да, при этом вас, опять же, не будет видно. Продолжаем мы уже за роль игрока на миду, а именно ротации Б. Он может, в принципе, вначале по какому-то такому ориентиру скидывать смок мид, да, от руки. Если против вас играют довольно пассивные оппоненты, то вы можете, в принципе, быстренько открыться, пробовать убедить игрока на воде и сразу же уйти. Также, если вы играете также агрессивно, да, то чего стоит опасаться, так это буста за этим смоком, то есть постоянно его стоит проверять. Да, также можно, конечно, прикидывать какие-то хае, нашивать, делать это аккуратно, чтобы не поставляться. Но все-таки рекомендую где-то после первого тайминга сразу же уходить вот на эту зону, да. Конечно же, предупреждать своего игрока в коннекторе, что к нему могут упасть с моста. Есть вот такая вот позиция, где вас не видно, при условии, что у вас обычная моделька, где вы можете вставать и ловить ваших оппонентов. Также можно вставать вот таким образом, тоже очень необычный угол, редко его просматривают. Также мало кто знает, что очень вот этот поребрик может становиться, то есть можно играть, например, вот таким кроссом, да. Далее можно откидывать вот такой вот one-way смог. Сейчас его надо выровняться таким образом. Соответственно, для вас открывается здесь шикарнейший one-way. То есть будут игроки так и думают, что для них это one-way, так как если вы будете пикать, они будут видеть ваши ноги, но они не знают, что здесь на самом деле есть небольшая вот такая щель, под которой видно вообще целиком всю вот эту зону. Но, опять же, это фишка на 1-2 раза максимум, потом вас начнут стабильно зашивать, закидывать гранатами и так далее. Также вы можете со своим вторым игроком, например, с Б, делать буст над вот этим смоком. Да, то есть вы можете спокойно будете видеть игрока, проходящего перемычку. Давайте теперь же перейдем за роль игрока мидла, он же ротация на А. То есть это у нас второй игрок мидла. Ну, помимо того, что я сейчас показал, вы можете делать различные взаимодействия со своим игроком на А-сайте. Помимо тех инста-смоков, которые я показывал, вы можете кидать вот такой вот, например, смок вместе с флешками, да. Или вот такими флешками. Да, то есть это смог на занятие воды. Также я сейчас покажу найтстаки. 3 штуки. Три такие гранаты убивают с стопроцентным шансом любого игрока, находящегося вот в этой большой зоне. То есть там снайпер, как бы он тут не стоял, он умрет с 100% вероятностью, если никто не миснет свои гранаты. Конечно же, вы можете делать какие-то взаимодействия там, с флешками. Например, если ваш игрок играет за столбом, вы можете накидывать ему что-то типа вот таких флешек. Также вы можете, если вашего тиммейта, например, дают молотов на фонтан, да, скидывать ему смог вот сюда. Что этот смог будет давать, да, то есть это one way, да, то есть под который можно играть вот здесь, таким образом. Далее, конечно же, если у вашего тиммейта не остается каких-то вариантов, то можете вставать вторым. Какие лучшие позиции для именно игрока ротации? Это вот такие позиции упора, да, либо же
проход уже куда-то на хедшот и дальше отыгрыш с девятки. По-хорошему, лучше, конечно, пройти именно в девятку, потому что, например, вы можете при, например, смерти вашего опорника откидывать вот такой вот смог. То есть, когда уже здесь лежит, например, смог девятка, да, то вы можете откидывать вот такой вот смог с двух клавиш, а также вот такой вот молотов. Это one-way для девятки, то есть можно сказать, что это ретейк смог, хотя его, в принципе, можно применять как и смог для защиты. То есть это для вас просто шикарнейший one-way, за которым даже непонятно, куда вас можно нашить. Ну, теперь мы переходим за роль опорника А. Здесь, конечно, важна вариативность, так как это единственный игрок защиты, который играет, по сути, в одиночку большую часть игры. Из агрессивных каких-то действий можно вот подчеркнуть такие вот флешки. Такая флешка, от нее даже уворачиваться не нужно. То есть это такой начальный пик, можно отойти сразу же. Из каких-то агрессивных углов вот такой, возможно, хороший угол. Также, понятное дело, что такая позиция с каким-нибудь максимумом может быть эффективна. Но все-таки я советую именно отыгрывать как минимум, начиная с фонтана. Да, то есть это на смок гап. То есть вы оставляете какое-то себе вот такое небольшое пространство, да, за которым вы будете видеть. Ну и дальше уже откидываете смок, который остановит пуш, если вы увидите там игрока. Далее есть, конечно, вот такой угол, где можно играть с аугом. Ну, вроде бы хороший угол, часто делают мультикилл, но, опять же, это один раз максимум. То же самое, что и угол вот здесь. Стоит понимать, что если вы максимально прижметесь, то вас все равно будет видно, и игрок атаки спокойно вас по пульке нашьет в тело. Дальше. Самая, наверное, распространенная позиция — это позиция бэксайта, то есть можете стоять вот так вот, можете взять какой-то вот такой фэнгл, можете залезть вот так вот, да. Если же вы играете еще в бэксайте, то стоит знать, что, наверное, самое лучшее, когда вам будут давать молотов, да, это скидывать какой-то вот такой смог. И дальше уже под него можно очень хорошо играть. Здесь у вас будет one-way справа. Дальше вы можете подниматься по вот этой вот деревяшке, да, то есть и уже регулировать высоту, то есть one-way сделать под эту позицию, под эту позицию и так далее, да. И при этом, чтобы вас запушить, они должны будут либо обойти полностью здесь, где их могут спокойно уже контролировать ваши игроки и перетяжки. Ну, либо же им придется прямо лететь в смог, но здесь же у вас будет преимущество за счет этого one-way. Из интересного здесь можно, в принципе, стать вот таким образом, да, это такой пассивный максимальный сетап, когда вы просто уже ждете прохода. Также довольно хорошей позицией неожиданно является вот такая. Ну, опять же, это на 1-2 раза максимум. Ее довольно сложно убивать, я по своему опыту говорю, то что я вот играя Алюркера, очень часто умирал именно от такой позиции, так у вас здесь будет видна только голова. Ну, хедшот — это уже более распространенная позиция, поэтому я не советую вставать, уже часто она префайрится, либо дает сюда молотов. Наверное, стоит упомянуть вот такой вот интересный буст. Для этого вам понадобится один игрок. Он тоже экспериментальный, я его, честно говорю, ни разу не пробовал. То есть суть в чем? То, что вы берете игрока, который садится вот сюда, да, и, соответственно, смотрите через вот эту вот щель деревяшки. При этом нижний игрок должен быть готов, он должен смотреть через эти окна, если летит смог в 9. Если летит смог в 9, то он, скорее всего, будет биться от этой стенки, он должен дать молотов вдаль, да, то есть смог здесь потушится, и у вас останется, ну, такой, можно сказать, one-way. Да, то, что дает вам, конечно, преимущество. И то есть вы можете продолжить сидеть на этом бусте. Ну, это тоже ситуативно, тогда придется оставлять одного игрока на виду. И ну, тут, естественно, есть тоже свои минусы. Вот этот разбор подошел к концу. Обязательно пишите, что вы хотели видеть в дальнейшем. Сейчас я планирую сделать еще ролики по Анубису, где затрону постплент, ретейк, а также буду показывать готовые раунды на этой карте. Если вы хотите увидеть нечто похожее, но уже на других картах, то обязательно оставляйте комментарий. Я постараюсь, чтобы следующие ролики были короче, чем этот, но не менее информативными. Спасибо, что вы смотрели до конца. До следующего видео.